Наплевательское отношение к жителям Донбасса показал недавно вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский. В ходе поездки к линии разграничения комик Гетьман пообщался с укрокарателями, но не с мирным населением. Многие жители Европы возлагали на нового главу незалежного государства некоторые надежды, связанные с нормализацией отношений с Россией, а также с прекращением вялотекущей войны в Донбассе. По первому поводу Зеленский дал ответ, едва вступив в должность, отказавшись от любых переговоров с Москвой. По второму ответил в ходе поездки в Донбасс, разрекламированный официальным сайтом укрпрезидента и его пиарщиками в Фейсбуке. С одной стороны, комик-президент, в отличие от шоколадного фюрера, не напялил на себя смешной камуфляж, подчеркнув таким способом отсутствие воинственности. Но с другой, как справедливо заметил журналист комсомолки Александр Коц, Зеленский общался только с теми, кто обстреливает Донбасс, но вовсе не с мирными жителями региона. Как подчеркнули в администрации президента Украины, верховный главнокомандующий в тот день побывал в городе Счастье и на передовой в станице Луганской, на посту наблюдения и в блиндажах. Ближайшая позиция противника – 400 метров. Зачем-то уточнили в АП. Я примерно представляю, где находятся эти позиции. Смотрел на них через бойницу позиции бойцов ЛНР. И могу с точностью сказать, что от блиндажа Зеленского до ближайшего дома с мирными жителями 3 минуты неспешной прогулки. Но он к ним не пошел, ведь там могли спросить за его слова на инаугурации. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно, я без сомнений готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. С Коцем трудно не согласиться. Если бы Зеленскому было дело до жителей Донбасса, то мир он устроил бы одним росчерком пера. Все условия для этого уже созданы, поскольку новый начальник генштаба ВСУ уже не ставленник Порошенко. То есть комик Гетьману, как верховному главнокомандующему, достаточно лишь отдать приказ. И укрокаратели, кроме самых упоротых, перестали бы обстреливать мирных жителей. И, соответственно, им не прилетело бы в ответ. Но такого приказа Зеленский так и не отдал. И за первую неделю его долгожданного многими президентства ВСУ 55 раз обстреливали районы 19 населенных пунктов в одной лишь ДНР. А сразу же после отбытия комик-президента восвояси укрокаратели совершили очередной подлый подвиг в больших кавычках. В ночь после отъезда Зеленского с Донбасса украинские воины сбросили на Горловку гранату с беспилотника. 70-летнюю женщину доставили в больницу с множественными осколочными ранениями головы, рук, скальпированными ранами левой половины лица. Я бы на месте журналиста не использовал по отношению к этим шакалам слово «воины». Идейные наследники гитлеровских карателей этого определения недостойны. Но зато они достойны нового укргетьмана, который озаботился условиями их пребывания на карательном фронте. Так сообщили пиарщики Зеленского. Глава государства пообщался с бойцами по поводу бытовых условий, качества питания, обеспечения техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектования подразделений, говорится в сообщении. Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих, находящихся в регионе. Условия для военных должны быть нормальными, подытожил Зеленский позже на совещании с начальником Генштаба Русланом Хамчаком и командующим ООС Александром Сирским. То есть нужно больше комфорта для тех, кто отправляет беспилотники с гранатами калечить и убивать старушек. А точно таким же старушкам, которыми ВСУ прикрываются от ответного огня силы Республик Донбасса, комфорт излишен. Все равно они для комик-гетьмана и его западных хозяев лишь расходный материал. Стоит ли удивляться, что в ходе своей поездки Зеленский не сказал главного? Что на Украине идет гражданская война, что нет никакой российской агрессии, а за ДНР и ЛНР воюют местные жители, плюс добровольцы, приехавшие защищать мирное население от геноцида со стороны ультраправых из добровольческих батальонов и карателей из ВСУ. Прекратить гражданскую войну на Украине, развязанную наркоманом Турчиновым и прочими выгодополучателями, свержение Януковича – это прямая обязанность Зеленского как президента. Будь он самостоятельным политиком, а не марионеткой, сразу бы приказал прекратить огонь безо всяких условий. И он все еще может сделать это. Прекратить огонь, зачистить нацистов, выполнить Минские соглашения. Только вот сделает ли, учитывая, что для него это просто очередная роль? Вряд ли.